Сегодня мы продолжаем наши гитарные встречи из ванной комнаты. И сегодня встреча у нас происходит в ванной комнате гостиницы «Кимптон» в Портленде. Завтра у нас концерт, и сегодня вечеру я решила посвятить одной из самых важных тем в гитаре — это правая рука. Постановка правой руки, звукоизвлечение, положение пальцев и так далее. Насколько будет приятно наслаждаться вам самим вашей игрой, а слушателям вас слушать. Итак, правая рука. Очень удобно, когда гриф стоит под наклоном, то есть не вот так вот находится. Плюсы я расскажу быстро в чем. Первое — это то, что если у вас левая рука, которая стоит на грифе, просто расслабляется, то она автоматически падает как вдоль самого грифа. Если гриф стоит вот так, то если рука расслабляется, то, естественно, она падает просто вниз, и вам нужно прилагать усилия для того, чтобы передвигать руку вдоль грифа. Я советую для начала, для начинающих, обязательно поднимать левую ногу выше, ставить ее на что-то. Головка грифа должна быть примерно на уровне с вашей головой. Так вот. Это самое удобное положение гитары. Лады находятся рядом с вами. Если рука расслаблена, вы можете очень быстро играть в расслабленном положении пассажи, потому что это очень-очень гармоничное, очень натуральное положение руки. И плюс к тому же у нас очень правильный появляется вот тут вот угол между правой рукой, пальцами правой руки и струнами. Я с вами сейчас делюсь классическим положением руки, идеальным положением руки для того, чтобы играть щипком. Тиранда называется это. То есть это когда можно играть и щипком, то есть когда у вас палец уходит в ладошку и не остается на следующей струне. И также вы можете играть при этом положении руки с опорой, это аппаянда называется на итальянском. И вы можете менять эти два приема, и звук отличаться не будет. То есть, что для меня идеальный звук гитариста классического? Это когда абсолютно не важно, каким приемом вы играете, то ли вы играете с опорой, то ли вы играете просто щипком, звук остается абсолютно одинаковый. У людей, которые еще не очень хорошо освоили гитару, можно услышать, что когда они играют ударом, когда они играют аппаяндой и пальцы остаются на следующей струне, этот звук является сильным. А когда они играют щипком, этот звук является, как правило, таким противным, щелкающим и очень слабеньким, тихеньким. И сегодня поэтому я хочу показать вам основные принципы работы пальцев правой руки и основное положение правой руки. Для этого нам понадобится, я не знаю, что у вас дома есть, либо апельсин, либо яблоко. Очень важно, чтобы локоть лежал косточка локтя была над вот этим уголком, над этой обечайкой, и положением является самая высокая точка гитары. Вот тут вот вы кладете свою руку вот в этом месте, то есть локоть здесь чуть-чуть ниже, и рука как будто бы болтается. Вот. И когда вы положились, обязательно нужно следить за тем, чтобы плечи оставались абсолютно в ровном положении. И если руку расслабить, то она, по идее, просто падает. Вот так вот. И для того, чтобы она не падала, мы закрепляем руку на, допустим, шестой струне, на струне ми басовой. И сначала мы ставим руку в положение ОК, и потом вот этим большим пальцем просто держимся за шестую струну. Плечи абсолютно ровные. Большой палец, он называется, кстати, П. Можно запомнить как папа, главный в семье. Ставим его на шестую струну. Должна сказать, я горжусь своим звуком, потому что это одно из самых сильных сторон
моей гитарной игры. Я училась у замечательного профессора Виктории Житько. Она очень большой специалист на территории Советского Союза бывшего по гитарному звуку. Также училась у профессора Вольфганга Вайгеля. У него гениальнейший звук. И также училась искусству звукоизвлечения у Оскара Гильи. Оскар Гилья — это гениальнейший гитарист, музыкант, ученик Сеговии. Поэтому делюсь с вами всеми своими секретами, всеми наработками. И это действительно система, которая работает очень быстро и очень надежно. И если вы освоите один раз, но правильно, вам это на всю вашу жизнь хватит этой базы для того, чтобы играть очень красивым звуком и вынимать из гитары максимум, что вам инструмент может дать. Итак, сам локоть немножко выше над обечайкой. Вот эта сторона лежит на самой высокой точке гитары. Рука расслаблена, и все у нас прекрасно. Ставим на 6-ю струну. Я советую посидеть, если вы смотрите кино или читаете книгу, поставить руку так и просто какое-то время посидеть, чтобы ваше тело начало доверять инструменту, а инструмент начал доверять вам. То есть, чтобы просто ваши руки привыкли сидеть в таком положении расслабленно. То есть, это как домашнее задание, когда вы будете смотреть кино или читать книжку, или разговаривать с партнером на кухне. Возьмите инструмент и положите пожалуйста, правую руку, чтобы просто привыкать. Когда большой палец у вас привык стоять на 6-й струне, мы сейчас берем и кулачок разжимаем и ставим все 3 пальца, то есть наш безымянный палец на 1-ю струну, средний палец на 2-ю, указательный палец на 3-ю, держа пальчики в принципе вместе. Допустим, мы возьмем как ориентацию косточку среднего пальца, чтобы вы смотрели, что она находится напротив 2-й или 3-й струны. То есть положение руки у нас получается. Я еще раз повторюсь, я уже несколько раз сказала, но это очень важно, что я исхожу из природного положения руки. То есть, когда вы ходите по улице, вы тоже не держите руки как-то так или еще как-то так. Если вы руку расслабите, она у вас в таком положении будет внизу опущенная. И поэтому мы это натуральное природное положение используем для гитары. То есть сначала, повторю, кулачок, большой палец, потом ставим 3 пальца на 1-ю, 2-ю, 3-ю струну. Я надеюсь, что вам видно. Очень важно, чтобы у вас всегда на первых порах особенно помещался апельсин или яблоко между вашей рукой и гитарной декой. Мы можем также проверить, яблоко точно так же помещается. Головка грифа, ваша голова примерно на одном уровне. Левая рука на первых порах пока что может поддерживать гитару, в этом ничего страшного нету. То есть вы можете просто положить ее, расслабить или опустить. В общем, держите как хотите, я пока поддерживаю гитару. Локоть лежит над обечайкой, рука расслабленная лежит на самой высокой точке гитарного корпуса, плечи параллельны. Большой палец папа, хозяин в доме, всегда впереди. Теоретически хотя бы, но у нас практически. Апельсин у нас находится между нашей рукой и декой. Это очень важно, потому что на первых порах я очень долгое время преподавала и сейчас еще преподаю. Очень часто хочется как-то прижать руку к деке. Это очень полезно для игры на электрогитаре. Те, кто играет, знают, что всегда должны струны быть под контролем, чтобы не было при овердрайве и дисторшене неприятных звуков и сюрпризов. Но, опять-таки, когда мы говорим о классической гитаре и о правильном красивом звуке, очень важно иметь расстояние яблока или апельсина между рукой и гитарной декой. Если мы посмотрим, как движение пальцев абсолютно расслабленное, это хватательное движение пальцев. Это то, что мы сейчас будем делать, когда мы будем извлекать звук, мы как бы
производим вот такое вот хватательное движение. Ни в коем случае оно не должно быть вот то, что часто встречается, то, что люди как будто бы вот пытаются струну вырвать из гитары. Вот это вот движение, оно очень неприродно. В дальнейшем, когда мы будем работать над техникой, когда мы будем работать над произведениями, вы очень быстро и очень природно могли и знали, как правильно идти, как правильно двигаться для развития техники правой руки. Итак, апельсин есть, большой палец стоит на струне. Я действительно предлагаю взять либо апельсин, либо яблоко, и на первых порах левой рукой, кстати, вы можете его поддерживать, если вам пока непривычно, и вам кажется, что апельсин может либо раздавиться, либо выпасть, вы можете поддерживать левой рукой. Или, если у вас получается, просто наблюдать за тем, что рука контролирует апельсин по отношению к гитарной деке. Сейчас мы приступим к звукоизвлечению. Начнем мы с приема апаянда, называется с опорой. Игра с опорой — это когда у вас палец играет и остается лежать на второй струне. Повторю, что у нас еще есть тирандо. Это когда щипок переводится, когда палец играет и остается висеть в воздухе. Вот. Но мы начнем с опорой, игры с опорой, апояндо. И пока будем играть просто большим пальцем. Очень важно, когда вы сыграли, на что нужно особо обратить внимание? На то, что траектория движения большого пальца, она идет не прямо вниз, и ни в коем случае не туда, то есть не туда и не туда, а как бы немножко скользя вдоль струны, вот так, как если бы вы представили, что вот это вот ваш палец, ваш весь рычаг, и вы как будто бы немножко вот продвигаете очень легко всю руку вперед. То есть траектория, если я буду утрировать, она идет вот сюда, у большого пальца. Вот. Это очень важно. Это очень большой маленький секрет, точнее, это очень маленький секрет, который влияет очень сильно на ваше звукоизвлечение и очень сильно влияет на то, насколько ваши руки могут играть и не уставать очень долгое время. Итак, мы играем упражнение просто шестую струну и считаем до 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и так далее. После каждого движения очень важно, чтобы вы почувствовали, что рука расслабилась. То есть вы дали небольшой импульс, большой палец передвинулся вперед и упал на следующую струну, и ваша рука расслабилась. И потом опять небольшое движение. Обращайте внимание на то, чтобы ваш замах не был вот таким большим. То есть вот чуть-чуть, только до того места, где только дойти до струны назад, вернуться, заглушить и опять упасть. После того, как вы поиграете определенное количество времени, я предлагаю считать до 4. 1, 2, 3, 4. Хотя бы 4 раза так поиграть. Я сделаю 2. Потом до 2. 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и. Вот это вот самое первое упражнение. После того, как вы сделали на 6 струне, пожалуйста, пройдите то же самое, сделайте на 5 струне, которая называется ля, 6 струна называется ми, и потом на 4 струне, которая называется ре. То же самое. И следующее, то есть
Я приложу, в описании будет ссылка на упражнения, я их выпишу, просто будет, наверное, вам намного удобнее, если вы сможете это распечатать и иметь перед собой. Итак, 6-я струна, 5-я, 4-я, и потом это можно комбинировать на ваше усмотрение. Вы можете играть раз, и два, и 4, и раз, и два, и 4, и раз, и два, и 4, и напоминаю, очень важно, когда вы возвращаетесь, не замахиваться широко, а только вот доходить до струны, ни в коем случае не поднимать палец очень высоко. Указательный, средний и безымянный. Называются они И, М и А. Я ученикам говорю, что это как прима, только без «р». То есть П, И, М, А. Прима получается. Вот. Прима без «р». Начинаем всегда с большого пальца, с главного, с папы. П. Итак, теперь мы будем работать над вот этими пальцами. Начнем мы с указательного пальца. Очень важно, чтобы указательный палец никогда не заходил, не начинал свое движение перед большим пальцем. То есть, как мы уже говорили, всегда большой палец, наш начальник, находится впереди. Всегда мы должны видеть вот этот вот крестик, если мы смотрим на руку сверху. Видно? Вот крестик. Большой палец сверху, эти снизу. Ни в коем случае положение руки не должно стать таким. Потому что если положение руки станет таким, вам будет очень неудобно двигать струну, и струна не будет колебаться. Вы никогда не сможете разогнать струну так, чтобы она колебалась максимально эффективно, максимально разгоняя гитарные деки. И теперь мы делаем следующее. Мы для того, чтобы просим струну хорошо прозвучать, мы ее сначала немножко гладим, вот, делаем такое гладительное движение, и потом просто скользим вдоль струны и остаемся стоять на второй струне. Итак, мы скользим и играем мы, в принципе, уголком, всегда используем не подушечки, не сами подушечки. Я играю, используя ногти и подушки. Если у вас ногтей нет, ничего страшного. Важно знать, что мы всегда играем вот этой стороной пальца. То есть уголком пальца. В принципе, я предлагаю сейчас, пока мы учимся звукоизвлечению на начальном этапе, предлагаю вам поставить большой палец на вторую струну, которая называется Си. Вот она. Это я сейчас покажу, для чего нужно. Сейчас мы пока что играем, расстояние всегда у нас остается. Наш апельсин пока что невидимый, всегда присутствует, то есть у нас всегда есть расстояние, никогда рука не становится плоской, а всегда находится вот в таком положении. То есть это, еще раз повторю, уже в 5-й раз, кажется, природное положение руки, ни в коем случае не такое. Итак, мы ставим большой палец на вторую струну и скользим по первой струне. Очень важно, посыл мы делаем вот с этой косточки, то есть с самого первого сустава. Вот этот вот сустав никогда не должен быть очень зажатым, потому что если вы его зажмете, то звук будет очень противный. Вот. Поэтому очень важно, чтобы палец оставался мягкий, косточка, то есть посыл у вас, импульс шел отсюда, а последняя фаланга оставалась довольно мягкой. И вот вы слышите уже, я думаю, что даже несмотря на то, что это не супер какой-то микрофон, вы слышите, как начинает гитара петь. Вот инструмент никогда не начнет петь, если у вас неправильная траектория движения пальца. Вот так вот он вообще не отвечает, слышите? Если я так щипаю, гитара не отвечает. Если я в правильной траектории нахожусь движения, то прямо чувствуется, даже физически чувствую, как начинают работать обе деки. Вот. Итак, важно, чуть-чуть погладили и остановились на следующей струне.
это удар называется, apoyando, то есть игра с опорой. Apoyando. И точно так же мы играем щипком. То есть вот это вот очень-очень важно, чтобы траектория движения у нас не поменялась, и мы как бы сделали то же самое, но наш палец, особенно на первых этапах, на начале обучения, я считаю очень важным приучать пальцы двигаться как можно дальше в ладошку. То есть ни в коем случае не играть щипком не так, не так, не так. Так никогда, так как многие вот так вот играют, никогда вы не начнете, никогда не почувствуете, как может звучать ваш инструмент, потому что гитара никогда не будет отвечать. Очень важно немножко погладили и вглубь руки послать палец. Погладили, послать. Когда вы немножко освоите вот этот вот прием, я предлагаю начать играть переменно. Один раз apoyando с ударом, погладили, остались стоять на той струне, на следующей, погладили и ушли как можно дальше в ладошку. Стоите на струне, уходите. И в идеале, как я уже говорила, очень важно, чем отличается хороший гитарист, профессиональный гитарист с идеальным звуком, это тем, что у идеального классического гитариста звук apoyando, то есть с ударом, не отличается, он не сильнее, чем tirando, щипок. То есть у хороших гитаристов, действительно у мировых звезд, у них у всех щипок такой же по качеству плотный, красивый, поющий, как и удар. Просто послушайте и просто повторяйте. Чуть-чуть погладили, остались крестик, апельсин, все на месте. Погладили и ушли в ладошку, закрыли, как бы кулачок закрыли. Большой палец всегда остается впереди. То же самое, после того, как мы поработали с указательным пальцем, мы переходим к среднему пальцу. Все то же самое. Сначала ударом, когда вы отрабатываете ударом, можете поставить большой палец немножко выше. Может быть, вам будет так удобно. То же самое уголком пальца играем. Спереди этот смотрится вот так. То есть зритель даже особо не может определить, каким вы пальцем играете. То есть вот так вот сейчас я играю средним, сейчас я играю указательным, и сейчас я играю безымянным пальцем. Все с ударами, то есть я всегда остаюсь стоять на следующей струне. Когда вы это освоили средним пальцем, я предлагаю опять-таки поставить большой палец на струну, на которой вы остаетесь стоять. Это, кроме всего прочего, для того, чтобы вас не раздражали звуки на начальных этапах, возможно, когда вы будете играть щипком, tirando, то у вас будут цепляться те струны. В этом ничего плохого нету на начальных этапах, как я говорила. Поставьте просто, чтобы вас не раздражали звуки цепляющихся струн, поставьте большой палец на следующую струну и теперь попробуйте поиграть средним пальцем щипком. Точно все остается то же самое. Погладили и закрыли глубоко в ладошку. Когда я занимаюсь с учениками, я наклеиваю им сюда пластырь или держу свой палец и слежу за тем, чтобы они обязательно при каждом щипке касались пластыря или касались моего пальца. Это очень важно на первых этапах освоения качественного звука. Я еще раз повторюсь, что это видео могут смотреть как совершенно начинающие люди с нуля, так и люди, которые уже раньше играли на гитаре, но которые хотят научиться правильному, красивому звуку. То есть это принципы, которые работают для всех, для профессионалов. Средний палец
уходит в ладошку. Когда вы это сделали, переходите к безымянному пальцу. Точно так же сначала отрабатываем удар апаянда. И когда уже у вас удар получается, еще раз напомню, что если смотреть сверху, то вот так вот рука выглядит. То есть косточки у меня, мне кажется, камера немножко искажает, но вот эта вот косточка, она находится напротив второй или третьей струны. То есть не сверху, не напротив шестой, а напротив второй или третьей. Вот так вот. Большой палец находится впереди, сверху крестик, никаких изгибов, мягкая фаланга вот тут вот. Импульс идет вот с этой косточки, вот из этого сустава. Да. И когда вы уже поработали над апаянда, переходим к тиранда, щипок. И вы слышите, что по мощности щипок от удара не отличается вообще. То есть в идеальном состоянии никто никогда не должен определить, играете вы щипком или играете вы ударом. Это именно является показателем профессионального, качественного, идеального звука. И потом точно так же скользите по струне и закрываете ладошку. Это основные принципы постановки правой руки. Сейчас я покажу несколько упражнений на основе, как уже повторюсь, сначала вот тоже большой палец, сначала одна струна, потом вы чередуете басы, потом, оставаясь, большой палец лежит на шестой струне или на пятой, это как вам удобно. Не забывайте про апельсин, про ровные плечи и про положение локтя. Ни в коем случае не должно выглядеть это так. То есть ваша гитара должна быть опорой для вашей руки. На начальных этапах я предлагаю тоже своим ученикам, для того, чтобы они не думали о том, что у них соскальзывает рука, вы можете взять поролон, кусочек поролона, он тогда будет просто закреплять как бы вашу руку на гитарной обечайке. И вам это будет как бы лишняя помощь для того, чтобы вы смогли расслабить плечи. Итак, когда вы поиграли упражнение только большим пальцем, пальцем П, потом поиграли упражнение отдельно указательным пальцем, с ударом, указательным пальцем со щипком, повторили это, то же самое средним пальцем удар, средний палец щипок, безымянный палец удар, безымянный палец щипок. И у вас все это получилось после того, как вы несколько фильмов посмотрели в положении правая рука с апельсином или с яблоком, с крестиком, и ровно и расслабленно проследили, чтобы гитарная головка гитары была на уровне вашей головы. Вы можете перейти к упражнениям сменным. Я еще раз повторю, что будет ссылка внизу, где я напишу упражнения. Если у вас будут вопросы, вы пишите, я буду отвечать. Вот. И основные упражнения — это просто смена. Вот первым делом учимся ходить. Смена указательный палец, средний палец. Очень важно, чтобы это было равномерно. Я, конечно, не буду предлагать вам включать метроном с самого начала, это может немножко шокировать, но я предлагаю просто для того, чтобы равномерно научиться играть, взять какое-то слово, которое вы будете повторять. Например, если вы медленно играете, вы можете повторять яблоко, 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 яблоко. Если вы освоите, захотите чуть-чуть быстрее играть, вы можете взять, например, вода. Вода, 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 вода и так далее. Вот. Если вы совсем быстро уже захотите играть, вы можете взять еще слово короче. Например, дым, 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 дым. Но
лучше брать всегда 2 слога, потому что у вас один из слогов будет как бы подготавливать следующий удар. И вы сможете, например, вода, в будущем начать играть быстрее. Вы можете брать свое имя, играть свое имя и так далее. Короче, будьте креативны, занимайтесь так, чтобы вам было весело, интересно и продуктивно. Итак, первый шаг, повторю, это каждый палец проиграть несколько раз по одному, потом смена пальцев, шагаем этими 2 пальцами, соответственно, потом этими 2 пальцами, потом этими 2 пальцами. То есть вы можете, как вы хотите, их менять. И потом все то же самое мы, переставляя большой палец на 2 струну, если мы отрабатываем 1 струну, делаем со щипком. Шагаем, потом шагаем этими пальцами и шагаем этими пальцами. То есть все комбинации, иначе говоря, то же самое проходим через щипок. И последнее упражнение, которое я хочу сегодня дать для правой руки, это упражнение, когда у вас большой палец, мы совмещаем все наши сделанные до этого упражнения, то есть проверили положение плечей, положение гитары, положение локтя, апельсин, крестик, папа впереди, косточки напротив 2-1 струны. Я повторяю это несколько раз, не просто так, не потому что я забыла, что это я говорила, а это очень важные моменты, про которые человек всегда забывает на первых моментах. Поэтому, пожалуйста, помните об этом и не злитесь на то, что я делаю это уже не первый раз. Мы играем большой палец с опорой, то есть он остается лежать на следующей струне, а пальцы указательный и уходит глубоко в ладошку, щипок на 3-й струне, то есть мы выставляем пальцы наши на 1 струну, ставим на 2 и на 3 струну. Вот так вот рядышком ставим пальцы и к ним подставляем большой палец. И когда теперь мы начинаем играть, 3-я струна, соскакиваем, как бы гладим немножко, напоминаю, для того, чтобы струна прозвучала, как и любого человека, для того, чтобы что-то попросить, вначале его нужно погладить. Итак, немножко проглаживаем по струне вдоль струны, и потом как бы соскальзываем и уходим. Сейчас развернем гитару. Как бы очень глубоко уводим палец в ладошку, вот он где остается у нас. Я утрирую, и, пожалуйста, на начальных этапах утрируйте вы тоже, чтобы палец просто привык, чтобы мышцы запомнили, какое правильное движение в каком направлении. Еще раз, большой палец, потом указательный палец соскакивает в ладошку, средний палец со 2-й стороны соскакивает в ладошку, и с 1-й струны безымянный палец соскакивает в ладошку, и у нас закрывается кулак. Получается у нас вот такое положение, я еще раз повторю, это утрировано, но на первых порах это очень важно. И если я хочу разыграть гитару, например, новый инструмент мне дают, потому что очень многие гитарные мастера просят меня разыграть им инструмент, потому что первые, это так же как машина, когда новую машину покупаешь, решающими являются первые 3000 километров. То есть как их человек проехал, если это был профессионал и он как бы разъездил машину правильно, она будет служить очень долгое время. Точно так же инструмент. Если вы его вначале правильно разыграете, то этот инструмент будет звучать очень-очень долго и будет все время, чем старше инструмент будет становиться, тем лучше он будет звучать, тем правильнее будет вибрировать ваше дерево или дерево инструмента. Вот, и поэтому, если мне нужно разыграть какой-то новый инструмент, я точно так же, вот так, как вам я сейчас показываю, точно так же я начинаю разыгрывать инструменты просто очень медленно и жду, пока дерево начнет резонировать. И для этого увожу, еще раз повторю, закрываю кулачок, увожу очень далеко палец, и напомню, вы можете наклеить сюда пластырь, чтобы вы чувствовали, что вы действительно дотрагиваетесь до этого места. То есть ни в коем случае покажу, как нельзя играть. Большой палец уходит сюда, а эти вот
наверх выщелкивают струны. Ни в коем случае такого положения руки это не выглядит здоровым. И когда большой палец играет опять бас, у нас все 3 пальца, просто каждый становится, они как будто бы слепленные, каждый становится опять на свое место. Когда вы сыграете четвертую струну, переставьте, пожалуйста, большой палец на 5-ю. И 6-я. Я предлагаю ритм — это основа музыки, основа всего, и поэтому я всегда предлагаю считать. И 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и переставили на и 1, и 2, и 3, и 4, и на 4 у нас, напомню, сложено уже наш кулачок. На и ставим пальцы назад. Еще раз. 4 и 1. И когда мы играем большим пальцем мы возвращаем просто все вот эти вот 3 пальца, каждый на свою сторону. Вот. Это упражнение для постановки правой руки на самом начале, для самого первого урока. У нас он продлился час. В следующем занятии я вам покажу несколько переборов. Еще моя цель — это чтобы люди, не тратя очень долгое время на освоение инструмента, могли учить произведения, которые им нравятся. Но это основа, то есть этот урок пройти вам придется, потому что, как бы мы ни хотели научиться ходить, нам нужно перед тем, как мы захотим пробежать марафон. То есть, пожалуйста, упражнение на следующий раз. 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и вернули палец, 2, и 3, и 4, сложили кулачок, вернули все пальцы, 2, и 3, и 4, и 6-я струна. Вы видите, что во время движения большим пальцем я возвращаю все 3 пальца на струну. Апельсин, если вот мы его возьмем и проверим, он как раз вот сюда помещается. Вот. С вами была Надия Косинская. Я очень рада, что я наконец-то начала, потому что у меня очень много планов, у меня очень много идей. И у меня, знаете, это эффект переполненного стакана, когда у меня, правда, уже насобиралось столько много информации, которой я хочу делиться, потому что я хочу, чтобы я испытываю счастье, когда беру в руки этот инструмент. И я хочу делиться, я хочу, чтобы вы точно так же влюбились в гитару, влюбились в этот звук, полюбили все возможности, которые она предлагает. Она может и развеселить, и успокоить, и через нее можно передать очень многие чувства, даже те, которые нельзя высказать словами. То есть спасибо вам, что вы со мной. Я очень надеюсь, что мы будем двигаться дальше, быстро, успешно, здорово и с большим наслаждением. Спасибо вам, всего самого лучшего. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, пишите пожелания, потому что это поможет мне выстраивать самым лучшим образом следующие видео для вас. Люблю вас, ваша Надия.